Доброго времени суток. Сегодня мне попалась вырезка из журнала «Шашки». В ней был фрагмент партии Михаила Киселева и Аркадия Плакина 1985 года, чемпионат Советского Союза, Ташкент. Я сначала расскажу одну любопытную историю, связанную с Михаилом Киселевым, где он косвенно был, можно сказать, замешан. И я к чему рассказываю, что все-таки раньше была интересная у нас жизнь. Много ездили, много общались, много чего видели. И вот достаточно интересные встречи были, даже, можно сказать, не касающиеся шашек. Ну, и случайно. Кто-то кого-то знал, где-то с кем-то занимался. Вот одна из таких встреч была у меня. Я ездил в Варшаву, я не помню, либо это соревнования были, либо у нас тогда еще были моменты, что нам выдавали визы в Нидерланды, в Варшаве. Ну, что-то было похожее. И вот я ехал в одном купе с мужчиной. Сначала такое, настороженное такое было у нас отношение, вижу, друг к другу. Не разговаривали, потом что-то разговорились, а он ехал в Москву и разговорились, и оказалось, что он сам из Риги и занимался одно время с Михаилом Киселевым в одной группе с шашками. Ну вот на фоне этого мы, конечно, разговорились и достаточно хорошо провели время за разговорами аж до Минска. То есть много чего можно было рассказать. Но мы на другие, понятно, темы, не на шашечные общались. Но вот шашки именно нас связали, можно сказать, сплотили. И вот, когда я увидел сегодня партию Михаила Киселева, вспомнил как раз этот эпизод. И что мне очень, кстати, приятно было. Все-таки, как я уже говорил, что есть одна сторона, когда мы играем, получаем удовольствие от игры, а вторая сторона, конечно, удовольствие от общения и какое-то вот косвенное даже. Вот идет общение, бывает, часто даже встречаешь человека, он знал какого-то шашиста вот начинаются какие-то рассказы, воспоминания, и всегда это интересно. А теперь о партии. Очень любопытная партия. Мне идеи очень понравились. Еще будет в середине очень хороший ход от Аркадия Мироновича Плакина. Очень интересный ход. Но Михаил Киселев тоже поддержал его, конечно, в игре здесь. То есть партию, как я уже говорил, играют всегда обои. Даже если кто-то нашел супер ход, всегда, если второго соперника, наверное, не было бы вот этой идеи. Итак, давайте вот окончание партии посмотрим. Оно очень любопытное. Мне, кстати, я буду делать здесь паузу. Очень любопытна ваша реакция, как бы вы походили здесь. То есть, давайте я паузу маленькую сделаю. Сюда. Так, можно не сюда. Но в партии было вот сюда. Можно и на Е1, наверное. Дальше. F2 на Е1. И вот здесь вот я сегодня на тренировках ставил, почему я чуть-чуть смеюсь. Ни я, ни в принципе, ни дети не видели, хотя когда уже даже показал идею, то есть не видели, не могли понять, что тут получилось. Ну, понятно, я вам говорю, что мы стоклеточники, больше все-таки стоклеточники. Я, считаю себя все-таки чистым стоклеточником абсолютно. Хотя играл достаточно хорошо в русские шашки, давно когда-то. Но все-таки я стоклеточник. И вот здесь почему-то нам всем хотелось побить на c3. Естественно, отдача и, естественно, ничья. Ну, вот Аркадий Миронович тут удивил, можно сказать. Нас через 40 лет удивил. Вот такая вот идея, видите. Такая красивейшая идея, я бы сказал, совершенно красивая идея. Но дальше тут не продолжалось. Тут где-то вот у меня, по-моему, по записи, что-то кажется, вот, пошел он сюда, и, наверное, здесь уже сдались белые. Увидели эту идею, но идея, конечно, красивая. И вот попробую издали увидеть эту идею. Красота, да, одним словом красота.
Давайте посмотрим партию. Где-то, может, не будем акцентировать много внимания на некоторых ходах, но некоторые моменты я постараюсь вам объяснить, потому что некоторые моменты с точки зрения обучения, они очень полезны, я считаю. Ну и с точки зрения красоты, один момент я вам сейчас расскажу, очень понравился мне. Здесь Аркадий Миронович, конечно, блеснул, мне кажется, супер. Так, потому что у него часто возникают нестандартные вот идеи, я уже неоднократно показывал его, неоднократно вспоминал его. Почему? Потому что вот именно отталкивался я в некоторых даже идеях, которые я сейчас показываю, отталкиваюсь я именно от его партии, от его позиции. ЦБ4, дабы не окружали ФЕ5. Ну вот ФЕ5, кажется, такой не чуть-чуть, если вот молодежи кажется, такой не сильно позиционный ход, но именно надо вывести вот эти шашки, не оставлять их, а вывести именно свою слабость. И вот здесь вот. Так, давайте я, наверное, повернусь. Так, вот здесь вот повернусь все-таки. А G7, то есть уже конкретно есть момент с BC5 и пробивы. Получается, вот атака этой шашки будет. H7, то есть BC5, ну, наиболее логичный ход. BC5, GF6. Так, может мне все-таки повернуть. Я тут пару раз сейчас переверну доску. Почему пару раз, вы поймете. И вот FG5. Видите, вот мне хочется, допустим, FE5 как-то пойти сюда, либо разменяться где-то здесь. Но вот именно FE5, ход FE5, я думаю, что он не очень здесь хороший. Допустим, даже вот эти вот идеи, почему не хорошие, потому что на B4 ходим и захватываем поле C5, и силы черных разобщены. Дальше будет вот такая вот мысль у меня проходить по ходу партии. И я вообще вот потом открыл один маленький секрет. Я смотрел, конечно, с образовательной точки зрения, чтобы показать вот именно некоторые моменты за белых. Но выяснилось, что в партии именно Аркадий Миронович сделал очень сильный ход и очень интересный ход. Вот ЕД6, ну а если HG5, опять можно делать вот такой вот ход. И будем контролировать именно поле C5. И здесь шашки, вот эти вот шашки утыкаются в белые шашки. И позиция должна быть очень хорошая. То есть очень хорошая. Потом CD2 и так далее. То есть вот этого хода постоянно идея, как я уже сказал, этого хода нету из-за вот этой идеи. Это, я тоже думаю, будет вам очень полезно. Но вот FG5. Идея, кстати, очень глубокая идея. Если куда-то размениваться, допустим, то уже наоборот. Черные будут фиксировать вот это поле F4, фиксировать вот эту группировку всю белых, будут разобщать их. И вот как раз то мысль Аркадия Мироновича очень шикарная, конечно. То есть хочет он поменяться на Е5, и вот видите, и позиция просто очень хорошая будет у черных. То есть будут либо здесь атаковать, либо на С5. И здесь вот как раз сил уже у белых не хватает. Тут всего две шашки, посмотрите, вот всего две шашки. То есть надо смотреть, я не буду анализировать эту позицию, надо смотреть. Кроме того, что здесь вот удар покуда грозит, на D4, потом на F4. То есть позиция очень хорошая. И планов очень много. Главное, что планов очень много. То есть, все не буду вам показывать. Но ED4, понятно, размениваются. Но вот видите, есть разница между вот этой вот позицией, да, и то, что, в принципе, получили сейчас черные. То есть, позиция красивая, просто красивая у черных. Но вот я вам сейчас покажу, где она была в журнале шашки. Вот, с этого момента. И именно начиналась она с этого момента. И ход белых CB4. То есть, уже получается, что вот на эти ходы, они фиксируют. Вот на эти ходы именно
фиксирует ход поля c5 и запрещены вот эти шашки по флангам. Но здесь есть одно существенное но, которое потом сработает. То есть здесь недостаток чуть-чуть шашек. То есть сейчас на d2 шашки нету. И вот это вот и сыграет очень важную роль. Так, вот cb4. И вот что. Я поставил сразу два восклицательных знака. По-моему, в журнале ничего нету. Ну, я поставил сразу два восклицательных знака. ba7. Вот он ход. То есть здесь можно было, конечно, белым можно было сыграть попроще здесь. Ой, нет, не здесь. Сейчас я покажу дальше. cd6 пошли. И вот ед2. Вот, допустим, ед2. Начнем смотреть. ед2 тоже интересная очень мысль. Смотрите. Здесь достаточно четко черные могут сыграть. Именно жертва hg3. Одна шашка держит две вот этих шашки и cb6. Надо отдавать. Как-то сразу понятно, что меняться же не будешь. Шашка под игрой просто bc5. Я не знаю. Так, ну что тут? Можно просто забрать, наверное, шашку. Можно еще как-нибудь сыграть. Ну, ладно, это не столь важно. bc5. То есть менять шашку надо, потому что шашка коловая, она очень сильная, и практически позиция, если с ней, то выиграна. И вот здесь вот смотрите, четкий достаточно выигрыш. cb6 у черных, то есть угроза идет. Сейчас я вам покажу, что я насмотрел тут. На d4. Ну, а b вроде бы надо. И вот смотрите, идея. То есть нельзя так ходить. Потому что оппозиция получается. А если дальше ед2, то есть, ну, АБ6 выиграна позиция. Ну, вот здесь вот cd6, интересный момент cb6. И вот здесь вот надо было, конечно, ходить, наверное, я думаю, что cd2 и просто поменять эту позицию. Ничейная позиция была бы. Шашек поровну, ничейная позиция. Но игра неожиданным образом вот здесь вот развернулась. dc7. ЕД бьют и вот ставят рожон. То есть рожон и здесь он рожон. Не только на c3, но и получается на e3 тоже рожон. И вот это, конечно, как бы рожон, как будто лишняя шашка. dc7. Ну, так. dc7 наиболее точный, конечно, ход, потому что меньше вариантов по сравнению с fg7. Ну, в принципе, fg7, наверное, почти к одному и тому же ведет. cb2, fe7. Ну вот, отдали наконец. ед6. Вот здесь вот почему ед6 пошли? Почему ед6 пошли? Потому что на ef6 я делаю паузу. Вот такая вот идея. gf4, cd. Ну вот, АБ4 здесь. Вот видите, такие позиции тоже без шашки, но вот эти вот шашки, конечно, неудачно используют. Поэтому ед6 точно Катимирович играет. Ну и дальше вот здесь hg5. Понятно, что dc5 и грозит отдать одну, побить две, то есть выиграна позиция получится. cb, cd. Ну и здесь вот как ходить? gh6 надо, потому что на этот ход получается fe1. И что делать? Грозит вот эта идея, и надо сдаться. То есть gh6, fe. Опять идея вот эта вот грозит. И на этот ход, ну, есть много вариантов. Наверное, на c3. И вот здесь где-то bc5 тоже должна быть позиция выиграна. Понятно, что здесь, наверное, даже не отдаст шашки. Но выигрыш простой достаточно. hg отдали и hg7. То есть на e3. И вот форсируют они. Надо было, конечно, наверное, на c3 как-то попробовать. Но ничейная, вроде бы ничейная позиция здесь. Наверное, надо было на c3. То есть, как? На... Так. Куда? Либо на d8.
Ну, я не знаю даже. Мне кажется, что ничейная позиция. Тут единственное, что вот эти вот моменты могут, конечно, быть. Ну, вот, наверное, что все-таки сюда это получается на H2. Ну, вот это единственные моменты, наверное, какие-то. Ну, на G7 тут как-то. Так, BC3. Опять на G7. Ну, походу я ничего не вижу, честно говоря, тут. С вариантами какими-то. Скорее всего, ничейная позиция. Ну, шашки не двигаются, то есть. Не знаю, если кто-то что-то покажет с компьютером, ну, я ничего не вижу, честно говоря. Ходим просто. Главное, резких движений не делать. То есть, с отдачами, с нападениями. Ну, вот на Е5 вот этот ужасный ход был. Но, наверное, Михаил Киселев тоже стоклеточник, как и я, и ничего не видел здесь. На D8. Вот Аркадий Миронович такую симпатичную идею, симпатичное запирание. Ну, здесь вот где-то, как говорил, что раньше, наверное, он уже сдался. Вот на А5 и выиграешь, конечно. Ну, блестящая партия. Идея вот от Аркадия Мироновича. Она может достаточно простенькая в конце. Ну и вот ход, как я сказал, тоже БА7. Такой расчетный, хороший ход. Честно говоря, я вот, как я и раньше сказал, что я думал, что за белых показать детям именно идею, как фиксировать вот эту шашку c5 оставлять, чтобы фиксировала запрещенную вот эту группировку черных. Но вот видите, Аркадий Миронович очень четко посчитал, нестандартно и четко. Итак, до новых встреч и анализируйте, больше анализируйте, рассчитывайте позиции, ну, желательно без компьютера. На компьютере только проверяйте. До новых встреч!